Устав от серого холодного финского лета, мы отправились в отпуск в Грецию. До этого путешествия мы с мужем уже бывали на Крите, и нам обоим греческий отдых очень пришелся по душе. В этот раз мы решили полететь на другой остров, на Корфу, потому что нам понравился сериал «Дарреллы». Вот так вот просто мы и выбрали пункт назначения без тщательного ресерча, что в конечном счете вышло нам немножечко боком, но об этом позже. Русского путешественника можно опознать по этим двум вещам: кефиру и водичке боржоми в дорогу. Она уже, кстати, не боржоми, а финская водопроводная, которая гораздо вкуснее, чем немецкая. Добраться до острова из Хельсинки напрямую нельзя, поэтому нам предстояла долгая ночная пересадка в Мюнхене с вылетом в 6 утра. А это значит, просыпаться надо было в 4, даже с учетом того, что ночевали мы в гостинице прямо в аэропорту. Обычно мы стараемся путешествовать в низкий сезон, весной или в начале осени, но в этом году наш отпуск выпал на самый разгар сезона – июль. С самых первых секунд Корфу поразила нас не только знойным солнцем, но и бесконечными толпами людей, дичайшими ценами на такси, загруженными улицами и просто криком цикад. Контраст с Финляндией, как понимаете, ярчайший. Цикады, кажется, просто орут, а не поют. Жесть. Тепло, хорошо, боже. На отдых у нас было 9 ночей, и мы распределили их так. 2 ночи в столице острова, Керкере, или по-английски Корфу Таун, а дальше 5 ночей в курортной Палё Кастрице, уж очень ее нахваливали в интернете, и еще 2 ночи в столице перед вылетом домой. Первой остановкой на острове стал итальянский завтрак гигантскими сэндвичами, надо все-таки было брать половину. И это, кстати, совсем не осудительно, учитывая огромное влияние Венецианской республики на Корфу и закрытые до обеда кафе по случаю воскресенья и, как очень скоро выяснится, прибывающих несколько позже круизных лайнеров, вокруг которых и построена вся туристическая индустрия острова. Нетрадиционный завтрак был вскоре восполнен очень греческим перекусом – гирос. Это своеобразный греческий вид шавермы с картошкой фри, которая, к слову, на Корфу является гарниром номер 1. Ужин с видом. На улице 9 часов вечера и все еще плюс 32. Лучшей частью нашей первой квартиры стал балкон, с которого открывался потрясающий вид на старый город, и на рассвете и закате над ним кружили ласточки. И это было просто незабываемо. Очень не хотелось оттуда уходить. Жарко уже в 7 часов утра, уже почти 30. В этой шляпе просто чудовищно сложно протискиваться на балкон. Традиционный греческий завтрак – это, конечно, греческий кофе. Черный, крепкий, с сахаром. Если очень голоден, можно съесть еще какую-нибудь выпечку, но местные обычно завтракают редко и обедают также очень легко, зато очень плотно ужинают. Видимо, этого хватает и на следующий завтрак. Прекраснее и прохладнее всего город без людей. Поэтому чем раньше вы проснетесь, тем больше наслаждения получите от прогулки по городу. Если вы бывали в Венеции, то, я думаю, узнаете на кадрах из этой поездки как будто бы знакомые места. Венецианская республика контролировала остров Корфу около 4 столетий, начиная с 15 века, и это оказало значительное влияние на его архитектуру и культуру, сделав главный город острова, Керкеру, похожим на венецианский город с узкими улочками и зданиями в этом стиле. Следуя за местными бабушками, мы попали на частный пляж, который до открытия ресторана доступен местным. Здесь организован удобный спуск в воду и даже есть душ. Я вчера немного расстроилась, что мы купили абрикосы, они были не очень спелые. Было воскресенье, поэтому лавки были в основном закрыты. Но, в общем, они доспели буквально за ночь при этой температуре, и сейчас они супер сочные. Вообще мед. А бесплатный городской пляж, который располагается всего в паре шагов, в первую очередь чрезвычайно, чудовищно мал, располагается просто на тротуаре на плитке и имеет всего одну, поросшую морскими водорослями, лесенку в море. Сомнительно и не окей, когда море забирают у местных жителей. Рыночный улов. По туристическим ценам, конечно. Очень вкусно. Жучок в подарок.
А потом мы случайно набрели на лучшую сувенирную лавку острова, без шуток. Том вместе со своими детьми и внуками занимается работами по дереву уже больше 50 лет и продает свои изделия в своей же студии. Мы заглянули за кулисы к мастеру, и меня, как любителя всяких рукоделий, это, конечно, не оставило равнодушной. Мы купили вот таких, но не совсем таких, но, в общем, птичек. А у них вращаются хвостики на ветру. Вот без подарков мы, конечно, не ушли. Какой роскошный, какой хвост. Какой О, он знает об этом. Он знает об этом. Посмотри. В тот день мне явно везло на спонтанные находки, так что перед самым закрытием одного маленького, довольно неприметного магазина я купила там очень вкусный десерт. Возвращалась за ним еще минимум 3 раза. Очень просто, не сильно сладко, чудовищно вкусно, и лучшее сочетание — это ваниль и корица. Следующим утром, уже в правильное время, мы снова были на этом маленьком пляже вместе с местными бабушками. А искупавшись, настало время завтрака с панакопитой. Было очень вкусно, но маловато, так что последовал завтрак номер 2. Вкуснее, чем буряк. Да? Продолжается рубрика «Греческие завтраки». Абрикосы уже вообще супер спелые. Это, ну, можно сказать, свежевыжатый, на самом деле, из банки, но просто супер вообще классный гранатовый сок. Это вот штука, какая-то местная традиционная сладость с таким же кремом, как я вчера пробовала, только еще с тестом фила и козий йогурт. Мы уже успели сходить поплавать, вернулись вот в 8:20, и сейчас будем собираться и выезжать, потому что сегодня мы перемещаемся в Палеокастрицу, вот на более курортный такой формат. Посмотрим, как оно там. Водичка из холодильника, просто кайф. До Палеокастрицы, курортного города на западной части острова, можно доехать почти за ту же цену, что и в аэропорт из столицы, за 50 евро, только уже не за 10, а за 30 минут поездки. Но мы люди скромные, поэтому выбрали автобус за 2,50 с человека. Автобусы на Корфу, кстати, очень комфортабельные, всегда с кондиционером, и ходят тоже довольно часто. Наши апартаменты в Палеокастрице — это прямо-таки кузен петербургского дома. Фасад, то, как это выглядит снаружи, очень красивый. А вот нутро по использованию — классический южный трэш. У нас было едва ли достаточно приборов, чтобы поесть 1,5 раза вдвоем. На кухне не было ни масла, ни соли, ни перца. А готовили мы тоже в очень интересных контейнерах. Но это вы еще увидите. Самодельный греческий завтрак. Большой, вкусный и дешевый греческий салат. Вкусный апельсиновый пирог из пекарни. Хлеб из пекарни, цики и местные яйца. Самое же раздражающее — это то, что в душе не оказалось ни шторки, ни перегородки, ни даже уклона к дырке в полу, а также ни щетки или швабры, которые можно ликвидировать потоп. Поэтому после каждого душа, как бы скромно ты ни ютился в кабине, можно смело ставить лодку и отправляться в плавание, не выходя из ванной комнаты. Вот такие удобства в номере за 150 евро в сутки. Любой выход из дома в Палеокастрице — это как сыграть в русскую рулетку, ибо тротуары здесь для слабаков. По узкой дороге проносятся машины и автобусы в обе стороны, а пешеходу остается лишь молиться всем богам и периодически отпрыгивать в сторону. В магазинах на острове цены тоже ресторанные, и даже не то что финские, а, наверное, какие-то копенгагенские. А все почему? Потому что никто из местных, как оказалось, не живет в Палеокастрице. То же самое касается и ресторанов. Качество будет очень среднее, цены очень высокие. Ну, прямо как дома в Финляндии. Следующий день у нас стал днем хайка. Мы осилили сразу целых 2. Рано утром отправились на гору смотреть местный монастырь и успели как раз до столпотворения и туристических групп. Даже позавтракали с уникальным видом. Любимый завтрак у меня всегда в пакетике. Вот честное слово, это 100 крат лучше всяческих отельных шведских столов. И, кстати, я впервые в жизни дралась на яйцах. И начала с победы. A1. В монастыре было довольно уютно и красиво, кругом цветущие деревья, и даже был небольшой музей.
в тот момент, когда все идут на пляж, мы уже уходим. Так, всего 10:10, а кольца все у меня уже закрыты. Еще у нас друг приходит кормиться. Местный, один и тот же. Мы в отпуске всего 5-й день, а у меня такое чувство, что уже месяц отдыхаем. Мне кажется, из-за того, что мы стали спать днем, и теперь я встаю очень рано, часов в 6 утра, мы ходим на море, там, или гулять, или всякое такое, потом кушаем, ложимся спать, и потом вечером повторяем все то же самое. И почему-то мой мозг считает, что у меня в одних сутках 2 дня. И вот сейчас у меня уже такое чувство, как будто 2 недели прошли, наверное, хотя еще даже 1 недели не прошло. После дневного сна мы решили выдвинуться на еще один хайк. На этот раз в деревне высоко на горе по заброшенной ослиной тропе. Приключения, которые мы действительно заслужили. И много-много ступенек наверх. Мы пришли совсем немного, но я уже чувствую себя вполне себе ослом. Если вдруг будете в этих краях и захотите тоже подняться пешком, обязательно удобная, не скользкая обувь, штаны и рубашка с длинным рукавом. Дорога местами осыпается, а также много колючих кустов и крапивы, но виды того стоили. В деревню мы пришли уже почти перед самым закатом, поэтому времени у нас было немного. Нужно было успеть спуститься до темноты. Мы немного отдохнули на веранде местного кафе, где, кстати, уже была настоящая греческая атмосфера, так как эта деревушка не особо избалована туристами, и отправились назад к морю. Утром следующего дня, не выдержав курортности бытия, мы все-таки отправились гулять назад в столицу. И это было самым правильным решением. Подкрепившись местными закусками, на картофель фри уже смотреть тяжело, но он тут везде практически единственный гарнир. Мы отправились исследовать старую крепость и наслаждаться видами Керкере с высоты. Прямо у выхода из крепости, если пойти направо, вы увидите парк, названный в честь семьи Даррелл, которые жили здесь в начале 20 века и приключения которых вдохновили и одноименный сериал, а также миллионы британских туристов, которые постоянно прибывают безостановочно на этот остров. В нашем апартаменте все кастрюли гигантского размера, поэтому каша у нас в сковородке. Овсянка с персиками, вареньем из кумквата и местным медом, маслом. Не люблю овсянку, но это досталось нам по наследству от соседей, которые уезжали. Вот, так что не гоже добру пропадать. Не, ну ему оставил. Не, ну реально, ему мало, видишь, он более большой, да, его оставил. Последние 2 дня хотелось провести с максимальным комфортом и, наконец-то, поспать на хорошей кровати. Поэтому, к счастью, у нас был забронирован многообещающий отель. Но и тут не обошлось без приключений. А иногда отпуск продолжается вот так. В лакшери-отеле, в котором сломалась дверь. Зато у нас классный апгрейд. Так что идем в номер люкс.
Вернувшись в Керкеру, мы, конечно, каждое утро проводим, каждое у нас всего тут парочка, рано утром на пляже вместе с местными, в таком кусочке рядом с Платным. Вот, тут небольшое, очень уютно. Так, классный, настоящий греческий экспириенс. К этим более мелким пляжикам есть такой вот проход возле моря, и только с утра. И местные туда часто приходят с собаками плавать, но вот тот самый дальний. Ну и по дороге очень классный массаж ног можно получить, если вы без специальных тапочек, потому что все пляжи в основном с камушками. А это прямо-таки комета. Утром нашего последнего дня на Корфу мы отправились переживать жару в парк Монрепо. Петербуржцам явно будет знакомо это название. Монрепо — это летняя резиденция королевской семьи Греции до падения монархии. Сейчас дом, где родился принц Филипп, это покойный муж английской королевы. Это довольно интересный музей с множеством разных экспозиций и частично сохраненными интерьерами разных эпох. Вот из этого блюда что ты ел? Греческий салат? Обязательно берите с собой перекус и устраивайтесь на одной из многих лавочек или зоне для пикника. Здесь также есть небольшой пляж и пирс, с которого классно плавать, но в этот раз у нас не было времени. Подводя небольшой итог, для меня Корфу — это не то место, куда мне хотелось бы вернуться. Моему сердцу гораздо милее Крит с его бесконечными просторами, самыми дружелюбными жителями, вкуснейшей едой, разнообразием активностей. В общем, в следующий раз я, пожалуй, выберу Крит, но Керкера навсегда останется в моем сердце очень теплым летним воспоминанием с саундтреком «Крика ласточек».